Здорово, друг. Ты спросишь, Серега, куда ты гонишь? То от тебя 1,5 месяца ни слуху, ни духу, а тут второе видео за неделю. Все это время ты оставался со мной, не отписывался. И я хочу проявить тебе свое почтение. И мне. Даже 2 ролика за неделю. Так что сегодня мы с тобой проберемся в замок Осаки, узнаем об истории этого места и полюбуемся видами. Так что, как говаривали самураи, а встречают нас вот такие вот большие ворота. Исполнены они в стиле караймон, что переводится как «корейские врата». И такой вид исполнения входных врат можно увидеть практически во всех замках времен Эдо. Ты крутой офигенный феодал? Ставь караймон. Ну а насколько громадны эти ворота, можно судить по их петлям. Далее мы попадаем во двор, и отсюда можем полюбоваться на город через эти бойницы в стенах. Но через них ни хрена не видно. Я даже не представляю, как они умудрялись через эти дырки стрелять. Выход с этого двора обороняют очередные ворота, которые захватчикам пришлось бы штурмовать под градом стрел сверху, после которых им пришлось бы пробиваться по внешнему кольцу замка до внутренних ворот. И угадайте, что их ждало дальше. Ага, еще одни врата. И с 2 сторон моста, ведущего к ним, находится глубокий сухой ров. Как по мне, чтобы захватить такую крепость, надо очень серьезно попотеть. Ну хватит об осадах, мы все-таки туристы, а не захватчики. Поэтому давай посмотрим, что находится во внутреннем дворе. Например, обратите внимание на эту стену. Вот этот кусок является одним гигантским камнем. Этот булыжник весит больше 120 тонн и носит название Такоиши, что переводится как «камень-осьминог». Такое название он получил за характерные отметины в форме осьминога в левой части. И лично от себя я хотел бы еще отметить возможность без последствий абсолютно легально помочиться у стен замка. А вот и сам замок. Был построен в 1585 году, простоял 31 год, пока не был захвачен сёгуном Токугавой и разрушен до основания. Но тот же самый сёгун в 1626 году приказал восстановить замок. Этот малец простоял 40 лет, до тех пор, пока в него не попала молния и он не сгорел дотла. Нынешняя же инкарнация пережила бомбежки Второй мировой и до сих пор стоит. Внутри он отделан в современном стиле, и для изучения доступны 5 этажей, посвященных истории замка. Как оказалось, самураи были еще те модники, вы только посмотрите на это разнообразие шлемов. А на одном из этажей можно было увидеть голографические сцены из истории Японии и замка. Но они все были на японском, и поэтому я ни черта не понял. Но самое интересное ждало меня под крышей замка. Так как мы сейчас находимся с тобой в сердце Осаки, отсюда видно весь город на 360 градусов. И у меня на этом все. Скорее всего, это последний видос из Японии. Как и обещал, мы увидимся с тобой в следующий раз уже в Таиланде. Так что до встречи, а ты береги себя, кушай хорошо. Покедова.